Всем здравствуйте! Сегодня вашему вниманию предлагаю вот такого большого красивого попугая. Он даже не помещается вот в камеру, чтобы вам полностью так показать. Так буду бочком показывать. Вот какой красивый попугай. Этот попугай может самостоятельно стоять, ему в этом помогает хвостик. Если вот так, сейчас мы его поставим. Вот поставили, и попугай стоит самостоятельно. Давайте лучше вам его так покажу. Такие большие крылья. Такие ножки, лапки, хвостик. У этого попугая есть еще одно маленькое дополнение. Можно сделать вот такого попугая-пирата. Одеваем повязку. Вот, одели. И все, образ поменялся. Теперь это уже попугай-пират. Вот такой интересный и красивый. У попугайчика вяжем туловище, голову. Отдельно вывязываем крылья. Я их пришиваю. Хвостик тоже пришиваю. Ну, при желании можно все это повязывать. Я решила, что буду пришивать. У этого попугайчика мне захотелось пришить. И пришиваем вот эти пальчики, лапки, клюв. И вывязываем хохолок. И получается вот такой шикарный, красивый попугай. Теперь скажу еще по сантиметрам. Он получается от головы и до хвостика 21-22 сантиметра. 21 вот так по хвостик, если без хохолка замерять. Если с хохолком, то 22 сантиметра. И давайте вместе с вами свяжем вот такую красоту. Для попугая я использую плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров. Основной цвет у меня красный, его ушло пол мотка. Четвертая часть мотка это вот дополнительных два цвета, голубой и желтый, и совсем немножко белого цвета. И вязала я крючком, основной у меня это 4 миллиметра, но также вязала ножки и клюв крючком 3,5 миллиметра. Начинаем вязать ножки и туловище. Я беру красный цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Так довязываем до конца ряда. В конце второго ряда 12 столбиков. Третий ряд. Провязываем 1 столбик. В следующий прибавка. Так повторяем 6 раз. В конце третьего ряда 18 столбиков. Теперь у одной ножки оставляем нитку, у второй отрезаем. Вяжем четвертый ряд. Здесь будем соединять эти две ножки. Провязываем по одной ножке 18 столбиков. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Переходим на вторую ножку для того, чтобы не было никаких дырочек. Я вот сделала, еще раз вам покажу, накид вот так на крючок. Перехожу на вторую ножку и здесь провязываем 18 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. В четвертом ряду 36 столбиков. По 36 столбиков провязали с 5 по 9 ряд. 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на 10 ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4, убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 10 ряда 30 столбиков. 11 ряд, 30 столбиков без накида. 12 ряд, 3 столбика. 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 12 ряда 24 столбика. 13 ряд, 24 столбика. Я наполнила немного наполнителем. 14 ряд, 2 столбика. 1, 2, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 14 ряда 18 столбиков. 15 ряд, вяжем 18 столбиков. 16 ряд, 18 столбиков. 17 ряд. В этом ряду будем добавлять дополнительный цвет. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3, прибавка, еще 3 столбика. 1, 2, 3. Здесь будем менять цвет пряжи. Вот я уже отметила маркерами середину, там, где буду менять цвет, вводить дополнительный. Вы тоже отметьте по своему вязанию, где у вас середина, потому что у каждого своя плотность вязания и может немного не совпадать вот количество столбиков, провязанных основным цветом и дополнительным. Теперь в этом ряду, в этом столбике поменяли цвет пряжи. Убираю маркер, провязываю 2 столбика. 1, 2, прибавка, вторая прибавка и 2 столбика. 1,
второй не до конца. Меняем на основной цвет. И продолжаем вязать основным цветом. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Прибавка. 1 столбик. В 17 ряду 22 столбика. 18 ряд. 3 столбика, 1, одеваем маркер, 2, 3, прибавка, еще 3 столбика, 1, 2, третий не до конца, здесь меняем цвет пряжи на дополнительный. Так, поменяли. Теперь дополнительным цветом 3 раза повторяем прибавка и 2 столбика. Прибавка 1, 2. Это первый раз. Прибавка 2 столбика, 1, 2. Второй раз. Прибавка 2 столбика, 1, 2. И на красном прибавка. Здесь меняем цвет на основной. И переходим на основной цвет. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Прибавка. И 1 столбик. Получилось 28 столбиков. 19 ряд. Вяжем 3 столбика. Прибавка. Но меняем цвет пряжи. 1, 2, 3, прибавка. Первый раз. 1, 2, 3. Здесь прибавка. Мы провязываем 1 столбик у нас красным, не до конца. Меняем цвет пряжи на дополнительным. И второй столбик сюда в прибавку провязываем уже дополнительным цветом. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. Прибавка. Это третий раз. 1, 2, 3. Прибавка. Четвертый раз. 1, 2, 3. Прибавка. Пятый раз. 1, 2, третий столбик не до конца. Меняем на красный дополнительно, на основной цвет. Прибавка. Еще 3 столбика. 1, 2, 3 и прибавка. Всего мы сделали 7 прибавок. В конце 19 ряда 35 столбиков. 20 и 21 ряды вяжем так, как 19 ряд, то есть над красным вяжем красным цветом, над белым вяжем белым цветом. Всего получается 35 столбиков. Я провязывала вот красным, у меня получилось 9 столбиков,
белым 19 и красным 7 столбиков. Теперь 22 ряд. Вяжем 10 красным, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 не до конца. Переходим на белый цвет. Теперь белым цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 не до конца. Переходим на основной цвет и довязываем основным цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Без изменения 35 столбиков, только там, где белый цвет, мы уже идем на уменьшение. 23 ряд, 5 столбиков, убавка. Повторяем так 5 раз и меняем цвет пряжи. 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, убавка. 1, 2, 3, четвертый по белому на белый столбик, и здесь меняем цвет пряжи. Довязываем 5 столбик и убавка. Это второй раз. 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Третий раз. 1, 2, 3, 4, 5 не до конца. Меняем на основной цвет и провязываем убавку. И еще 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Повторили так 5 раз. В конце 23 ряда 30 столбиков. 24 ряд, вяжем 30 столбиков, но меняем цвет пряжи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, на белый 11 основным цветом. Переходим на белый цвет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Не до конца. Переходим на основной цвет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Без изменения получается 30 столбиков. 25 ряд тоже провязываем 30 столбиков со сменой цвета пряжи. Провязываем красной пряжей основным цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и заходим на белую пряжу 12. Здесь меняем цвет пряжи. Дополнительным цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 не до конца. Переходим на основной цвет. Довязываем основным цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 30 столбиков. Белую пряжу отрезаем. Далее продолжаем вязать только основным цветом. Я вставила глазки на безопасном креплении. Они 16 миллиметров, расположены между 23 и 24 рядами. И вот, как видите, я их расположила близко к окончанию белой пряжи. И теперь продолжаем вязать только основным цветом, как я говорила. 26 ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. Повторяем 6 раз. В конце 26 ряда 24 столбика. Наполняем наполнителем. 27 ряд, 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем 6 раз и в конце 27 ряда 18 столбиков. 28 ряд, 1 столбик и убавка. Снова повторяем 6 раз. В конце 28 ряда 12 столбиков. Дозаполняем наполнителем и 29 ряд. Это 6 убавлений подряд. Как всегда, прячем сверху дырочку, которая осталась за передние стенки каждого столбика. Доходим до того места, с которого начинали, и затягиваем. Вкалываем в середину и выводим сбоку. Все, ниточку отрезаем. И получилась такая заготовка, основа для попугая. Свяжем клюв. Для клюва я беру крючок 3,5 мм и желтую пряжу. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
В первом ряду 6 столбиков. Во втором ряду тоже провязываем 6 столбиков. Довязываем до конца ряда. Третий ряд, 2 столбика, 1, 2. Теперь 2 прибавки из полустолбиков с накидом. Первая прибавка с полустолбиком с накидом и вторая прибавка с полустолбиком с накидом. До конца ряда довязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Получилось 8 столбиков. Таких нужно связать 2 детали. У одной детали вот отрезаем нить. Вторую деталь, это у нас маленькая, это большая деталь. Ее продолжаем вязать. Пятый ряд. 2 столбика без накида. 1, 2. Прибавка из полустолбиков с накидом. Первая прибавка. Теперь 2 полустолбика с накидом. 1, второй и прибавка из полустолбика с накидом. Довязываем 2 столбика без накида. В конце 4-го ряда 10 столбиков. Пятый ряд. 2 столбика без накида. 1, 2. 2 полустолбика с накидом. 1 полустолбик с накидом. Второй полустолбик с накидом. 2 прибавки из 2 полустолбиков с накидом. 1. Первая прибавка из полустолбиков с накидом. Вторая прибавка из полустолбиков с накидом. 2 полустолбика с накидом. И 2 столбика без накида. В конце 5-го ряда 12 столбиков. Теперь берем маленькую деталь и большую. И вот прикладываем так друг к другу. Там, где отрезали нить, вот в это место присоединяем первый столбик. Вяжем по маленькой детали 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь переходим на большую деталь. Здесь я сделаю вот маленькую деталь, сразу сделала накид на крючок, и переходим на большую. Это у нас 1 столбик по большой детали считается. Нужно провязать 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 и 12. Вот получается такой клев. Здесь я оставлю нить для пришивания. Можно сделать соединительный столбик. Так. Вот такой клювик. Теперь берем наполнитель и аккуратно наполняем, чтобы сохранились вот такие формы клювика. Вот наполнили наполнителем, и получилась такая форма. Свяжем пальчики. Для этого я беру крючок 3,5 миллиметра. Вяжем маленький пальчик. Это в кольцо амигуруми ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь со 2 по 4 ряд вяжем по 6 столбиков. Это маленький пальчик, у него 4 ряда. 1, 2, 3, 4. У первого пальчика отрезаем ниточку. Теперь вяжем второй пальчик средний, это большой. Тоже 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И по 6 столбиков вяжем со 2 по 5 ряд. Вот большой пальчик, у него провязали 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. И связали маленький пальчик третий. Здесь 4 столбика, 4 ряда по 6 столбиков. 1, 2, 3, 4. Теперь эти 3 пальчика соединяем в единую лапку. Берем большой пальчик, средний, по нему провязываем 3 столбика. Я одену маркер, чтобы был ориентир начала ряда. 1, 2, 3. Берем маленький пальчик, по нему провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переходим на средний пальчик, чтобы не было дырочки между пальчиками. Я делаю вот такой накид на крючок, перехожу на средний пальчик и провязываю первый столбик. 1, 2, 3. Переходим на маленький пальчик. Снова, чтобы не было дырочек, сделали накид на крючок. И здесь провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот закончили первый ряд. В соединении пальчиков здесь 18 столбиков. И пальчики наполнителем я не наполняла. Второй ряд. Вяжем 1 столбик. Далее убавка. Так повторяем 6 раз. В конце второго ряда 12 столбиков. Третий и четвертый ряды тоже провязываем
по 12 столбиков. И пятый ряд, это последний заключительный. Здесь 6 убавлений подряд. И вот снова осталась такая дырочка. И за передние стенки каждого столбика доходим до того места, с которого начинали. И затягиваем, вкалываем ниточку в середину и выводим сбоку. Получается такая ножка. Вторую точно такой же вяжите самостоятельно. Свяжем крылышки. Они состоят из 3 перьев. Начинаем вязать большое перышко. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Второй ряд провязываем 1 столбик, прибавка. Так повторяем 3 раза. 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. Во втором ряду 9 столбиков. И теперь в большом пальчике провязываем с 3-го ряда по 6-й ряд по 9 столбиков. Вот большое перышко, 3, 4, 5 и 6 ряды по 9 столбиков. И вяжем маленькие перышки. Вот принцип такой же, как вязали большое перышко, только провязываем 3, 4 и 5 ряды по 9 столбиков. И будем их так соединять. Вот берем большое перышко вот посерединке. И провязываем 4 столбика. Одеваю маркер, чтобы было видно начало ряда. 1, 2, 3, 4. Берем маленькое перышко. Присоединяем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переходим на большое перышко, чтобы не было дырочек. Делаем накид так на крючок. Переходим на большое перышко и провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и 5. Переходим на маленькое крылышко, снова делаем накид на крючок и провязываем 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 столбик не до конца, так как будем менять цвет пряжи на желтый. Поменяли. В первом ряду, когда соединили все 3 перышка, получилось 27 столбиков. Отрезаем голубой цвет. Эти 2 хвостика связываем на 2 узелка. Вяжем второй ряд.
Вяжем 2 столбика, 1, 2, убавка. Так повторяем 6 раз. И в конце ряда еще осталось 3 столбика, и довязываем эти 3 столбика. И так получается 21 столбик во втором ряду. Третий ряд. Вяжем 3 столбика, 1, 2, 3, убавка, еще 3 столбика, 1, 2, 3, убавка. И до конца ряда довязываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Снова не до конца. Берем основной цвет. У меня это красный. Желтый будем отрезать. И в третьем ряду получилось 19 столбиков. Четвертый ряд, провязываем 1 столбик, убавка, 4 столбика, 1, 2, 3, 4, убавка, 10 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. В конце четвертого ряда 17 столбиков. Эти ниточки завязываем на 2 узелка. Пятый ряд вяжем 17 столбиков. Шестой ряд, 2 столбика, 1, 2, убавка. Теперь 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. И 2 раза повторяем убавка, 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка и 2 столбика. В конце шестого ряда 14 столбиков. Седьмой ряд тоже провязываем 14 столбиков. Вот смотрите, в 14 ряду я немного не довязываю вот 2 столбика до окончания ряда, для того чтобы сложить крылышко вот так пополам и провязать за 2 половинки. Вы смотрите по своей плотности вязания, сколько вам не нужно довязывать, и провязываем вот так 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Получается такое крылышко. Ниточку отрезаем так, чтобы было для пришивания. И вот получаются такие крылья.
И сейчас вяжем хвостик. Хвостик до 4-го ряда вяжем вот точно так же, как крылья. И 5-й ряд, показываю, провязываем как в крыльях, 6-й ряд. 2 столбика, 2 убавка, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. И 2 раза повторяем убавка, 2 столбика, убавка, 2 столбика, убавка. И так, здесь провязываем убавку. И 2 столбика до конца ряда мы не довязываем, а переходим на 6-й ряд. В этом ряду мы связываем 2 детали вот так пополам. То получится, связываем 7 столбиков. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И оставляем ниточку для пришивания. Получился такой хвостик. Он, видите, короче, чем крылышки. Переходим к оформлению попугайчика. Я беру пряжу джинс Ярнард. Так, прокалываю вот возле глазика. Вставляю хвостик. Здесь я вывожу иголку верхней части глазика. Так вот, на 1 столбик. Теперь через 1 столбик прокалываю, вывожу верхней части глазика. Тоже 1 столбик отступаю и вывожу внизу через 1 столбик. И теперь вот так подтягиваем. Видите, как меняется уже выражение лица у попугайчика. Затягиваем на узелок. Так вот, на 1 и на 2 узелок. Прячем эти ниточки вовнутрь изделия. Теперь прикрепила булавками клюв, прикрепила его вот сверху, там где заканчивается белая пряжа. И теперь так пришиваем. Основная деталь. Столбики на клювике. Ниточку подтягиваем. Снова основная деталь. Столбики на клювике. И так продолжаем пришивать. Прикрепила булавками ножки, пальчики. Теперь вот так буду
разворачивать. Беру пряжу джинс Ярнард. Захватываем за столбики основной детали. Я здесь оставлю хвостик, потом буду завязывать на 2 узелка. И вот так за столбики на ножках, на пальчиках. Хорошо так подтянули. Снова столбики на основной детали. И за столбики на ножках, на пальчиках. Вот так пришиваем одну деталь. Потом переходим, пришиваем на второй ножке пальчики. Вот так попугайчик смотрится с пришитыми лапками. Теперь я прикрепила булавками крылья в самом верху возле головы. И так само, как мы пришивали другие детали, пришиваем и крылья. Это вот за основную деталь. Далее за столбики на крыльях. Снова основная деталь. И снова столбики на крыльях. Так, пришиваем одно крылышко и переходим, пришиваем второе. Вот так попугайчик смотрится уже с пришитыми крыльями. И точно так же, как пришивали крылья, я пришила хвостик. И хвостик пришиваем на таком уровне, чтобы он был как опора для того, чтобы можно было, вот птичка стояла. Видите, хвостик помогает стоять. И теперь еще свяжем на макушке хохолок. Я беру голубую пряжу, набираем цепочку из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем соединительную петлю. И так провязываем еще 3 перышка. И вот так попугайчик уже выглядит с хохолком. И еще можно связать повязку попугайчику. Для этого я беру крючок 2 мм и полухлопковую пряжу. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колечко затягиваем. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда провязываем по прибавке из столбиков, из полустолбиков с накидом. И так довязываем до конца ряда. Всего у вас получится 16 полустолбиков с накидом. Третий ряд вяжем уже столбики с накидом. 1 столбик и прибавка. Так повторяем 8 раз. И в конце третьего ряда получится 24 столбика. Теперь делаем соединительную петлю в конце ряда. Я сделаю еще так одну. И теперь набираем цепочку из воздушных петель. И вот так цепочку присоединили соединительным столбиком. Если хотите, можно обвязать столбиками без накида. Я не обвязывала. И вот так теперь одеваем. Вот у нас уже получился попугай-пират.
Игрушка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!